Сейчас в наше Zoom, Skype, Instagram и TikTok время стало важно иметь за спиной красивый интерьер, чтобы в любой момент включить камеру и выйти на связь. Мир стал настолько транспарентный и прозрачный, что желание сделать свой интерьер zoomable, skypeable и instagrammable становится новой нормой. В этом ролике мы попробуем сформулировать инструкцию по сборке интерьера, идеально подходящего для соцсетей и удаленной работы. Требования к интерьерам в эпоху соцсетей стали строже. Интерьер теперь ассоциируется с успехом и достатком. Если раньше для большинства людей, снимающих квартиру, была важна исключительно локация, в лучшем случае еще и опрятность и чистота, то сегодня появилась претензия на стиль, чтобы не бегать по квартире в поисках ракурса, а всегда иметь возможность в любой момент сделать фото или видео, за которое будет не стыдно. Любопытный факт: в современном мире наличие или отсутствие такой возможности может еще влиять и на самооценку человека. Отсюда все эти фильтры, которые заблюривают задний фон в видеозвонках или рисуют другой интерьер вместо реального. Это спасение от стыда за собственное жилье. Приватный интерьер становится публичным, как никогда раньше. Что касается рабочего скайпа и зума, тут все проще. Сейчас мы разрабатываем проект для пары, которая работает дома. Для них важно, чтобы, сидя за рабочим столом, включая зум, кровати на фоне не было видно. И планировку мы простраиваем с учетом этого нюанса. Так что если вы сейчас на том же этапе размышления о планировочном решении в своей квартире, помните, что будет видно за вашей спиной, когда вы работаете за компьютером, и с учетом этого планируйте свое рабочее место. Если вы общаетесь по работе, то, на мой взгляд, идеальным решением будет какой-то монолитный шкаф на заднем плане или однотонная стена белого, серого или черного цвета. На фоне них вы и выглядеть будете прилично, и никаких личных подробностей и роскошеств на заднем плане не покажете. К слову, смущать кого-то дорогими люстрами или диванами, решая рабочие вопросы, может быть совершенно лишним. Хотя тут, конечно, смотря какая у вас работа. Что касается Инстаграма, тут все сложнее. Для того, чтобы интерьер был поистине инстаграммабл, хорошо бы, чтобы в квартире или в доме была глубокая перспектива и много света. Такого нельзя добиться в типовом жилье, где существуют только узкие комнаты и небольшие окна. Но если у вас получится объединить кухню и гостиную и хотя бы в этой области создать большой объем, инстаграммабилити квартиры резко возрастет. Это еще одна небольшая причина, почему, может быть, стоит совмещать кухню и гостиную, а то некоторые до сих пор сомневаются. Далее, цвет. В Инстаграме хорошо смотрятся цветные интерьеры, потому что они здорово смотрятся на экране телефона. Поэтому, если ваша задача повысить количество лайков под фотографиями, то выбирайте сложные и интересные цвета для стен, декора и текстиля. Впрочем, кипельно-белые интерьеры тоже прекрасно справятся с этой задачей, потому что они дают много света. Если вы часто фотографируете еду, то к выбору столешницы и фартука надо подойти особенно щепетильно. Никаких глянцевых поверхностей, потому что на них будет появляться отражение от светильников и других предметов. Все должно быть исключительно матовое, с красивой нейтральной текстурой фоном. Идеально для этих целей подойдет натуральный камень со своими текстурными и цветовыми переливами. Очень хорошо смотрится блюдо на черной каменной столешнице. Серые цвета будут очень хорошо усиливать насыщенность цветов блюд, а светлые столешницы дадут светлый кадр, что, по мнению некоторых лайк-аналитиков, увеличивает количество сердечек под фото. Если пол не топорщится, не протирается и не выглядит белесым, то по фото практически невозможно отличить, что это – ламинат, доска или кварц-винил. Может быть видно только плитку по швам, да и там бывают варианты. Так что если для вас важен только эффект на фото, то вот это место, где можно сэкономить. Для селфи-кадров очень важны зеркала. Напольные зеркала, настенные ростовые зеркала, зеркальные шкафы. Конечно, зеркало само по себе должно быть красивым. Вероятно, шкаф-купе вам не позволит сделать красивое селфи, потому что у зеркальных дверей, у шкафа-купе часто бывают сомнительные рамки, которые портят вам всю малину.
Еще важно помнить, когда вы планируете размещение зеркал, всегда думайте, что будет отражаться за вашей спиной. И не ставьте зеркало напротив окна, а то расскажут вам, как эти потрясающие шкафы-купе с зеркалами увеличивают пространство, а вы потом поставите их себе в спальню и увидеть себя в отражении против света не можете. Да и на самом деле ничего такая махина вам не увеличит. Зеркала не так работают. Еще нам нужны портретные ракурсы, а это значит селфи в зеркалах ванной, туалетного столика или в прихожей. В какой-то из этих зон должна быть настроена красивая подсветка лица. Обязательно такое сделать в ванной, но можно сделать и где-то еще. Для этого необходимо обязательно настроить теплое освещение для лица, потому что именно теплый свет создает приятный тон на лице, а вот холодное освещение для лица выделяет все венки и недочеты. Помимо этого нам нужны атмосферные кадры, клоузапы, когда фотографии будто бы сделаны глазами наблюдателя. Чаще всего это ракурсы, выхватывающие детали окружающей обстановки. Фотографии ноутбука, чашечки кофе, композиция предметов на столе, еда и так далее. Тут что важно? Красивые подоконники, на которые падает солнечный свет, красивые текстуры поверхности стола и много хорошего декора. Вот тут дешевить нельзя, потому что на близком расстоянии будет хорошо видна текстура деревянных подоконников, мраморной столешницы или металлического подноса. Продешевить тут не получится, и пожелтевшие ПВХ откосы, и подоконники, и ДСП столешницы, и пластиковые подносы лишат вас этих атмосферных красивых кадров. На инстафото достаточно сомнительно смотрятся другие фотографии, но зато достаточно хорошо смотрится искусство на стенах или расставленное на полу. И, к слову, менять экспозицию картин – это простой способ менять фон для фото. Какой у вас матрас, на фото никто и никогда не увидит, но вот к изголовью в Instagram-friendly интерьере стоит подойти с особым вниманием. К слову, можно просто купить отдельное красивое изголовье и приставить к нему нейтральный каркас кровати. Еще важно будет постельное белье, желательно однотонное, а возможно даже и белого универсального цвета, чтобы делать красивые светлые кадры. Диван, на котором вы отдыхаете, тоже должен быть красивым и с хорошей текстурной тканью, ведь на нем вы будете фотографироваться после рабочего дня с детьми, в патчах, снимать там своих кошек и собачек, а значит, что на нем еще должна быть мелкая крапинка, чтобы пятен и шерсти не было видно в кадре. К сожалению, многими так любимые вот эти вот антивандальные поверхности из флока и микровелюра, на которых остаются отпечатки пальцев, вот эти вот линии, в кадре смотрятся достаточно плохо, с залысинами и поблескиваниями. Самые лучшие ткани для кадра – это ткани семейства рогожка с интересными переплетениями и, может быть, даже с разными нитями, чтобы как раз задать эту небольшую крапинку, которая спасет вас от мелкой пыли. Рекомендации в этом ролике не означают, что всем надо разрабатывать интерьер для Инстаграма. Вообще жить для Инстаграма и для соцсетей – это на самом деле совсем не весело, а очень больно и мучительно. Жить, как и создавать интерьеры, надо обязательно только для себя. Но в век соцсетей и видеозвонков у людей есть потребность в соответствующих интерьерах, и я отвечаю на нее этим роликом. Поскольку эту тему я еще никогда ранее с подписчиками не поднимала ни на YouTube, ни в Инстаграме, я с особым вниманием прочитаю ваши комментарии и мысли на тему того, какой должен быть современный интерьер для соцсетей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик. Всем дизайн!